Всем доброго вечера. Вот только включила, и такой огромный орб пролетел. Я говорила вам уже не раз, и в лекциях, и в ритуалах мы затрагивали эту тему. Змеи. Змея в магии – это проводник между людьми и силами. Поскольку змея имеет доступ везде и всюду, от могилы до дерева, до верхушки деревьев, считается, что она может быть везде и пропитаться энергией и темного мира, и светлого мира, и света, и тьмы, и земли, и воздуха. Язык змей, шипение змей считается языком темных духов. У разных народов змея символизирует либо коварство, хитроумие, либо мудрость, долготерпимость, способность выживать, потому что змея несколько раз выкидывает в сторону. Не несколько, мне кажется, каждый сезон меняет старую шкуру на новую, обновляется. Это, между прочим, не очень легкий и не очень приятный процесс, потому как покрывается пеленой даже глаза змеи и дыхательные пути. Из последних сил змея начинает рвать эту кожу, потому что пока змея линяет, то есть она даже есть не может. Это значит, что змея просто из последних сил выкидывает эту старую кожу, а потом идет на охоту. Это говорит о стремлении к жизни, о воле к жизни этого создания, мистического создания, красивого. Ее изгибы, вот эту вот пластичность сравнивают с красотой женского тела. Охотится змея удивительным образом. Он чувствует у змеи как тепловизор. Вообще все мы взяли у природы, конечно. И эти тепловизоры, они повторяют видение змеи. Есть люди, у которых видение змеи, видение кошки. Объясню, что это такое. Это когда человек еще не увидел объект, но он чувствует, что он есть и приближается. Вот за рулем, например, люди, у которых не очень развитое зрение, минус, и они ездят или в очках, или в линзах, как правило, у них змеиное видение. Они этим руководствуются. Вот какой-то объект появляется, и они успеют затормозить. Они еще не увидели, что там мелькнуло. Вот это видение змеи. Вот любой объект, который проносится перед глазами или рядом стоит, ты чувствуешь, даже отличаешь силуэт и фигуру, еще не увидев этот объект. Вот змея так видит. Чистка со змеиной, не шкурой, а выползком змеи, она, как правило, очень сильная. Есть у меня несколько таких чисток. Вот сейчас еще одну хочу вам подарить. Если ваши дети боятся спать одни, если у них какие-то кошмарные сны, положите под подушку выползок змеи. И эти кошмарные сны прекратятся. Раньше давали выползок змеи с собой ночью, если нужно было ехать куда-то. То есть
были в гостях, и нужно было оттуда уезжать. Хозяйка выносила выползок змеи. Иногда кусок хлеба он тоже оберегал. Я как-нибудь соберусь и сниму мудрости моих бабушек. И там очень много есть что рассказать. С малых лет огромное количество различных объяснений, мудрости, примет. Насыщенная очень была жизнь с ними. Столькому просто можно было научиться. Это мозг запоминает через много лет. Ты понимаешь, почему они так делали. И что, оказывается, в других культурах тоже есть такое. Понимаете, это значит, что у нас, у человечества все-таки одно начало. Одним словом. Итак, вам нужно купить, заказать выползок змеи. Можете там отрезать кусочек, это не обязательно вся змея. Здесь вся змейка маленькая. 6 восковых свечей вместе соединяете. Я нитью соединила. Там, в принципе, не столь важно, если можете так обмотать, то делайте. Соль, которая тоже вбирает в себя всю отрицательную энергию, нужно зажечь. Значит, выползок горит по-разному. Иногда бывает неприятный такой запах, и прям чернеть начинает, коптить. И такое возможно. Но нужно перетерпеть, потому что такие чистки, они, как правило, сразу убирают неприятную ситуацию. Если проблема застарелая, вот не решается долгие годы, лучше это сделать. Снимает такая чистка человеческую зависть, посылы, какие-то финансовые, знаете, такие неудачи, которые постоянно как-то друг за другом идут. Часто делать не рекомендуется. Можно такую чистку проводить, несколько раз в году, поскольку она и так сильная, и с выползком змеи как-то так слишком часто какие-то манипуляции делать не следует. После того, как это все сгорело, просто нужно дождаться, пока остынет, выкинуть. И в течение 3 дней, когда вы выйдете на улицу или специально для этого выйти, нужно оставить под деревом горстку монет. Неважно сколько. Со словами «откупаюсь» и уходите, не глядя. Ну, когда у вас проблема решится, собственно говоря, отблагодарите силой, как вы считаете нужным. Хочу, чтобы люди понимали, откупиться, отнести монеты, оставить или что-нибудь еще, сказать «откупаюсь», это завершение ритуала, это подытожить. Это не откуп духом или силам. Просто многие не понимают. Ну, мы откупаемся, у нас шо там. Это мы говорим так, откупаюсь от этого ритуала. Подытоживайте, заканчивайте. Вот есть начало ритуала, есть конец ритуала. Вы просто закрываете как бы этим словом «откупаюсь», оставляя там эту мелочь или что-либо другое. Откупаетесь просто, то есть закрываете ритуал. Это не значит, что духом только этого достаточно просто отнести монеты и все. Нет. Иногда нужно делать и другие откупы, и добрые дела. Вообще нужно, как правило, если берешь, если тебе дают, и отдавать взамен этому миру что-то хорошее. Понимаете? Вам же помогли, ну и вы помогите. Итак, начнем. Зажигаем эти свечи. Сейчас они вместе будут гореть, естественно. Читать нужно 3 раза. Здесь обращение к той самой мифической змее, к ее силе,
и к ее способности выживать, кидая старую жизнь и облачаясь в новую, то есть обновляться. Итак, пойду я из дома через двери, с дверей ворота. Пойду босоногая да простоволосая. Пойду, в чем матушка меня родила. Пойду я до поля, что рядом с лесом дремучим. Мимо леса да мимо поля течет древняя река, омывает свои берега. Ту реку не остановить, как ветра в поле не ловить, как зверю в лесу жить. Берегам той реки промеж собой не дружить. Несет та река свои воды темные, аки ночь. В той воде змея семиглавая. Неправильно, извиняюсь, шестиглавая. Путаю. Да, забыла сказать, здесь 6 свечей. В той воде змея шестиглавая живет. Снимает свою шкуру, да в новую облачается. Никто ту змею не споймает, а токма выползок. Ее по берегам собирает и себя тем выползком от бед очищает. Я тот выползок сжигаю, себя от неудач очищаю, как змея свою старую шкуру снимает да кидает, так и я снимаю с себя неудачи и беды. Да в новую жизнь облачаюсь. Изыдите, да уйдите бедой. Сгинь, беда, в темных водах той реки. Смойся, беда, под черные камни. И как два берега той реки друг с другом не встретятся, так и ты, беда и неудача, обойди меня стороной. Идите мои слова и бейте в цель, аки стрела. Острее ножа булатного. Ключ, замок, язык. Заклинаю. Пойду я из дома через двери, с дверей ворота. Пойду босоногая да простоволосая. Пойду, в чем матушка меня родила. Дойду я до поля, что рядом с лесом дремучим. Мимо леса да мимо поля течет древняя река. Омывает свои берега. Ту реку не остановить, как ветра в поле не ловить, как зверю в лесу жить. Берегам той реки промеж собой не дружить, и несет та река свои воды, темные, аки ночь. В той воде змея шестиглавая живет. Снимает свою шкуру, да в новую облачается. Никто ту змею не споймает, а токма выползок ее по берегам собирает, и себя тем выползком от бед очищает. Я тот выползок сжигаю, себя от неудач очищаю. Как змея свою старую шкуру снимает да кидает, так и я снимаю с себя неудачи и беды, да в новую жизнь облачаюсь. Изыди да уйди, беда. Сгинь, беда, в темных водах той реки. Смойся, беда, под черные камни, и как две берега реки, той реки, друг с другом не встретятся, так и ты, беда и неудача, обойди меня стороной. Идите мои слова и бейте в цель, аки стрелы. Острее ножа булатного. Ключ, замок, язык. Заклинаю. Несколько букв по-другому произнесла, но в этом нет такой большой погрешности, можете не переживать. Пойду я из дома через двери, с дверей ворота. Пойду босоногая да простоволосая. Пойду, в чем матушка меня родила. Дойду я до поля, что рядом с лесом дремучим. Мимо леса да мимо поля течет древняя река, омывает свои берега. Ту реку не остановить, как ветра в поле не ловить, как зверю в лесу жить. Берегам той реки промеж собой не дружить. Несет та река свои воды темные,
аки ночь. В той воде змея шестиглавая живет, снимает свою шкуру, да в новую облачается. Никто ту змею не споймает, а токмо выползок ее по берегам собирает, и себя тем выползком от бед очищает. Я тот выползок сжигаю, себя от неудач очищаю. Как змея свою старую шкуру снимает да кидает, так и я снимаю с себя неудачи и беды, да в новую жизнь облачаюсь. Изыди да уйди, беда. Сгинь, беда, в темных водах той реки. Смойся, беда, под черные камни. И как два берега той реки друг с другом не встретятся, так и ты, беда и неудача, обойди меня стороной. Идите мои слова и бейте в цель, аки стрелы. Острее ножа булатного. Ключ, замок, язык. Заклинаю. И, естественно, нужно ждать, пока все это догорит. Это нужно просто выкинуть, не выносить никуда. А как потом в конце под дерево оставить горстку монет, я уже говорила. И в течение короткого времени ваша проблема, которая долго не решалась, решится сразу и резко. Помогает эта чистка надолго, поэтому ее повторять часто не стоит, потому что это обновление. Обновление энергии, обновление вообще обстоятельств вокруг и прочее. И, естественно, его очень часто делать не рекомендуется. Но несколько раз в году можно делать, потому что это все-таки, как бы сказать, вот это все старое, которое уже... Вы знаете, как наша кожа обрастает вот это вот ороговевшей вот этой стороной наверху, как он там, ну, в общем, покрывается, можно сказать, чешуей практически. То же самое происходит и с нашей энергией. Она тоже иногда собирает вот, как бы скажем, ненужную вот эту вот, ненужные слои черноты. Чернота, она и так ненужная, но вот эти вот слои, которые нам не нужны, которые нам мешают двигаться и жить полноценной жизнью. Вот это и время от времени нужно очищать и скидывать. Всем удачи!